Если там не будет именно смазываться эта пара, то каленый распредвал, он просто намотает на себя весь этот алюминий. Износ, крайне минимальный. Хотя измерительными инструментами их, наверное, не увидишь. Проблема с масляным голоданием распредвалов на этих моторах отсутствует. Это не более чем городские легенды. Маршрут построен. Всем привет! Ох и знатно накидали мы говна на вентилятор. За последние 4 месяца я словил тонну хейта и узнал много нового о себе. И знаете что? Я хочу вам сказать огромное спасибо. Никто, кроме хейтеров, не сможет на одном энтузиазме, ненависти и чувстве собственной правоты разогнать любую тему до абсурда, используя 15-секундные видео или другие мои посты из телеграм-канала. Еще раз спасибо, вы все сделали так, как задумали мы. А мы — это люди, которые помогали мне в создании этого ролика. И каждый эксперт в своей теме. Конечно, кроме меня. Павел Орлов, мотосервис, ремонт и обслуживание мотоциклов. Денис Панферов, известный мотожурналист. Алексей, официальный представитель КТМ в России с 2011 года. Александр, профессиональная металлообработка. И Алексей Коськов, помощь в координации проекта и видеомонтажах. Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за доверие ко мне, за потраченное время и за возможность общаться с вами. Вы крутые. Как всегда, перед началом ролика я хочу сказать, что данное видео не преследует цели кого-то разоблачить, унизить или каким-то образом дискредитировать. Я и соавторы данного видео просто хотим высказать свою точку зрения на данную проблему и не более того. Также хочу официально заявить, что никаких договоров, контрактов и тем более денежных вознаграждений я не получал от представителей брендов КТМ и Husqvarna. Нам удалось с помощью подписчиков найти 4 мотоцикла. 3 из них КТМ 790 разных годов выпуска и с разными пробегами. И один мотоцикл Husqvarna Norden 901. Там стоит идентичный мотор КТМ 890. К сожалению, КТМ 890 в чистом виде с большим пробегом недалеко от Москвы мы не смогли найти. Начать мы решили именно с замеров давления моторного масла на всех участниках теста. Перед тестом замена моторного масла в мотоциклах не производилась, и замеры были произведены на том масле, на котором они ездили и приехали в мотосервис. Согласно сервисному мануалу производителя, замер давления масла производится при температуре охлаждающей жидкости 70 градусов Цельсия или выше. Точка замера давления в мануале указана снизу двигателя, там, где располагается масляный фильтр тонкой очистки. Но из-за того, что в сети есть теория о плохом конструктиве в системе смазки распредвалов и рокеров, был произведен дополнительный замер вместо датчика давления масла в самом верху двигателя в головке блока цилиндров. Согласно сервисному мануалу, давление на холостом ходу должно составлять не менее 1,4 бара, а на 6000 оборотов в минуту оно должно быть не менее 2,4 бара. Сегодня у нас мотоцикл КТМ 790 2019 года выпуска. На данном мотоцикле сейчас, в данный момент, пробег 54 455 километров. На данном мотоцикле на плановом ТО в 30 тысяч у официального дилера при плановой регулировке клапанов было выявлено задиры на рокере и на валу. И на этом мотоцикле официальный дилер по гарантии менял на пробеге в 30 тысяч рокер и распредвал. Мотоцикл тоже поехал на плановую регулировку зазоров клапанов. И сейчас мы посмотрим именно состояние валов, постелей и рокеров, и, соответственно, зазоров, клапанных зазоров. Мы еще проведем на данном мотоцикле замер масла. Прибор это обычный, то есть это манометр для замера масла, специально с достаточно мелкой шкалой, чтобы было все это видно. И, соответственно, крышка от фильтра, она, конечно, не от 790, она от 990, но они, в принципе, все одинаковые. Мы запустили мотоцикл холодный, пока на прогреве, если обратить внимание, давление почти 2 бара. Сейчас будем смотреть по мере прогрева, то есть прогрева мотоцикла, как он сейчас выйдет на холостые обороты до конца и немножко прогреется, и после этого уже будем смотреть дальше. Мотоцикл прогрелся
Обратите внимание, что температура, в принципе, по приборной панели почти рабочая. Вот. Давление масла в данный момент у нас почти 1,9 бара на холостых оборотах. Сейчас мы, как по мануалу, поднимем обороты до 6000 и посмотрим, что у нас происходит с давлением масла. Насос не менялся, насос еще побежал все 54 тысячи, и в принципе он полностью в допуске. Мотоцикл на штатном насосе при пробеге 54 тысячи выдает все допуски по давлению, даже немного больше, чем минимальный границ. То есть, в принципе, вопросов к давлению масла и масловому насосу нету. Сейчас мы сняли бак с мотоциклом для того, чтобы долезть до датчика давления масла, который находится на головке блока цилиндра в данном двигателе. И как у большинства мотоциклов КТМ. Вот, подключили теперь манометр к месту, где стоял датчик. Можете посмотрите. Сейчас мы посмотрим, какое давление именно уже доходит до непосредственно головки, потому что сразу после этого места масляный канал, который распределяет масло на распредвалы, на форсунки рокеров и, в принципе, по всей голове. Сейчас мы соберем подачу топлива, чтобы без бака это все завести. И после этого сделаем запуск двигателей и померяем, что у нас происходит именно на головке. Воздух в шланги, форсунки попал, он приглох. Ну да, на голове, конечно, чуть поменьше давление, но все равно оно в пределах. Ну, сейчас подождем, мотоцикл немножко поднагреется. То, что пока мы его разбирали, он немножко подостыл. Мы имеем те же самые 2,5 на головке блока. Из-за того, что у ребят помимо съемок был плотный график работ, нам, к сожалению, не удалось снять разбор первого мотоцикла КТМ 790. В нем после дефектовки была произведена замена 5 рокеров старого образца на рокеры нового образца. 3 впускных нового образца были установлены дилером при предыдущем ремонте. Был заменен впускной распредвал. Выпускной распредвал был в кондиционном состоянии. Дальше из видео вы поймете, почему это важно. Сегодня у нас здесь есть 3 мотоцикла разных годов выпуска, с разными пробегами и с разной историей эксплуатации данных и обслуживания данных мотоциклов. Ходит мнение о том, что все это происходит, все неполадки в данном узле происходят из-за того, что кто-то говорит, что неправильно сконструировано система подачи масла, кто-то там говорит, что она где-то там забивается чем-то. Вот. Мы попробуем сегодня это все посмотреть. Вот. Замер масла мы будем делать не с штатного места, которое предполагает завод-изготовитель, то есть с масляного фильтра, а более сложном месте. Это самая дальняя, высокая, самая дальняя точка от насоса, от фильтра, от всего. Это датчик давления масла. Потому что после датчика давления масла как раз идет прямой канал на подачу масла в постели распредвалов и в форсунки, которые смазывают пару кулак распредвала и рокер. Вот. И если, как говорится, там в самых плохих условиях и в самой дальней точке все нормально, про давление масла и неправильно сконструированную систему подачи масла в данном двигателе, я считаю, что говорить не стоит. Потому что
так как у нас жидкость вещь несжимаемая по всем законам физики, если она имеет такое давление, и если там не забиты каналы или правильно они сделаны, или вообще они есть, то смазка будет всегда. Смазка-то будет, но еще дело в самом масле. Если масло уже много сильно работало, то, соответственно, оно теряет свои защитно-смазывающие свойства. Но опять же, при этом, если там не хватало масляной пленки, самого масла, то мы должны будем увидеть либо изменение цвета металла, потому что отсутствие масла это будет нагрев. Если это на алюминии, то есть на постелях, то мы должны увидеть следы переноса металла, потому что постель это распредвал, это алюминиевая деталь, а сам распредвал это стальная каленая деталюга. Вот. И если там не будет именно смазываться эта пара, то каленый распредвал, он просто намотает на себя весь этот алюминий моментально, если там какие-то будут проблемы в системе смазки. То же самое с кулаком и с рокером. То есть, если там не будет что-то смазываться, мы увидим либо изменение цвета на самом кулачке, то есть следы нагрева, либо мы уже увидим износ самого рокера. У нас было предположение, что проблема в системе смазки ГБЦ зависит от особенностей эксплуатации каждого мотоцикла владельцами. Кто-то любит валить, кто-то любит ездить спокойно. Поэтому мы опросили владельцев, как они эксплуатируют свои мотоциклы. Может, это поможет дальше разобраться в причинах износа. Про каждый мотоцикл немножко расскажем. Скажем, какого они года, какой у них пробег и в каких условиях эти мотоциклы эксплуатировались. Возьмем вот эту вот Husqvarna Norden. Это мотоцикл 22 года. Он у одного владельца в одних руках сыновья. Пробег на данном мотоцикле 16 952 километра. Человек, который ездит на данном мотоцикле, он ездит достаточно спокойно, достаточно, я бы сказал, даже по-пенсионерски. Использует его и на трассе, на длительные пробеги, и на бездорье, но без фанатизма. Теперь вот этот мотоцикл, это 790 КТМ 2020 года выпуска. Здесь тоже один владелец. Мотоцикл покупался новым. Эксплуатировался он и тоже и трассовые пробеги у него были достаточно большие. Внедорожные покатухи тоже как бы человек любит. Здесь человек более поагрессивнее ездил. Вот. Пробег у данного мотоцикла 18 297 километров. И вот наш третий мотоцикл, это тоже 790 КТМ. Пробег на данном мотоцикле из всех самый большой на данный момент это 36 313 километров. Этот мотоцикл уже у человека, у него два владельца было. Вот. Первоначальную судьбу его мы не знаем, как он где ездил, как обслуживался. Второй владелец данного мотоцикла тоже как бы ездит и по дороге, и, соответственно, с нее съезжает. Ну вот мы разобрали немножко наши мотоциклы, чтобы было удобнее долезть до датчика давления масла, ну и, соответственно, в дальнейшем нам баки будут мешать при дальнейшем разборе. Вот Husqvarna у нас разобрана, вот два КТМ разобранных. Чтобы без бака запустить мотоцикл, мы используем альтернативный источник снабжения бензином мотоциклов. Используется коннектор быстросъемный для этих вещей, который одевается на подачу. Датчик давления масла у нас находится с этой стороны на головке блока. Можем показать на этом КТМ, чтобы было удобно. Они все одинаково находятся. Вот он, датчик давления масла. И через него мы будем мерить давление. Сейчас мы отсюда его выкрутим из каждого. Подсоединим манометр. И будем делать данную процедуру. Подключили систему питания к мотоцикла. Подключили манометр, который нам покажет наше замечательное давление масла. Он подключается вот с этой стороны вместо датчика давления масла. И сейчас будем запускать мотоцикл, прогревать его и смотреть, что у нас происходит.
пока у нас мотоцикл холодный. Мы его сейчас будем греть. Прогрели данный мотоцикл. И сейчас будем его запускать. Вот, у нас сейчас, если обратить внимание, на приборке он уже температура 81 градус. То есть это считается мотор прогретый. Показывать он должен сейчас на холостых оборотах больше или равно 1,4 бара. Запускаем мотоцикл. И мы имеем на холостых оборотах 1,6 бара давления масла. Это на голове. Все замеры по мануалу делаются с масляного фильтра. Это самая дальняя точка. Теперь мы сейчас проверяем давление масла на оборотах. При 6000 оборотах в минуту давление должно быть больше либо равно 2,4 бара. Данный мотоцикл по давлению масла укладывается во все заводские нормы. Так, вот мы подключили следующий мотоцикл. Все так же. Подача топлива. Манометр на давление масла. Вместо датчика давления масла. Вот. И сейчас мы этот мотоцикл будем запускать. Мы прогрели данный мотоцикл. Сейчас мы его еще раз запускаем. Единственное, что на 790 ТМ очень не показывает, кроме шкалы у нас охлаждающей жидкости, именно в цифровом варианте, не показывает. Поэтому как бы сейчас 3 деления, это в принципе прогретый рабочий мотоцикл. Вот. Сейчас мы его запускаем и смотрим, что у нас происходит. Так, на холостых давление почти 1,6. Также у 790 должно быть на холостых больше или равно 1,4 бара. Теперь поднимаем до 6000 и смотрим, что он нам показывать будет. В принципе, тоже у этого мотоцикла все в порядке. На 6000 оборотах он показал больше либо равно 2,4 бара. И вот у нас третий мотоцикл. Так, мотоцикл у нас прогрет. Манометры подключены. Запускаем. На холостых оборотах давление 1,6 у него. Поднимаем до 6000. Ну, как бы свои 2,4 он накачал. Мотоцикл, как бы сейчас, во-первых, он здесь залито масло Лукойл, нашего отечественного производителя. Неизвестность такая очень большая. Вот. Ну и, соответственно, по сравнению со всеми двумя другими, мотор работает крайне шумно. Поэтому здесь будет очень интересно посмотреть, что с ним дальше происходит. То есть перед тем, как разобрать двигатель, в том числе и масляный насос, логичнее было бы сначала произвести замеры давления масла в той точке, где указано в сервисном мануале, и верхней части. Сравнить показания и уже потом делать выводы об износе масляного насоса или других дефектах в системе смазки. Наконец-то мы добрались до самого интересного. То есть мы разобрали все 3 мотоцикла до состояния того, что мы сможем снять распредвалы, постели распредвалов, и посмотреть, наконец-то, что у нас там происходит, и сделать из этого какие-нибудь выводы. Сегодня мы также произведем измерения постели распредвалов. Я, конечно, понимаю, что нету данных официальных мануалов, допусков и размеров, которые должны быть. Но
мы хотя бы на примере этих трех мотоциклов сможем сравнить все эти показатели. Для этого у нас сегодня будет человек по имени Александр, который нам поможет в этом деле. Александр у нас разбирается, он занимается стаканно-фрезерными работами очень давно, и он умеет правильно пользоваться измерительным инструментом, и он у него есть достаточно профессиональный для того, чтобы помочь нам в этом нелегком деле. Так, ну вот мы сняли постель распредвала, сейчас мы снимем распредвалы и будем уже более детально смотреть, что у нас здесь происходит. Так, сейчас мы валы пока отложим в сторону и рассмотрим постели. Нокера у нас все целые. А теперь самый интересный момент по поводу рокера. Да, вот это 890 мотор, на нем уже стоит рокера нового образца, в отличие от мотоциклов 790-х первого выпуска. Вот. Так как КТМ делал замену номера рокера в 2020 году. Вот. Они изменили не только, в основном они изменили форму самого рокера. Фотографии, грубо говоря, старого и нового мы потом все это приложим. Повреждений серьезных я здесь не вижу. Пойдемте посмотрим на наши валы дальше. Ну, следы работы, грубо говоря, рокера и кулака распредвала, они видны. Пробег этого мотоцикла 18 тысяч километров. Это Husqvarna. Вот. Выпускной у нас распредвал. На шейках есть, конечно, состояние, присутствуют следы трения. Тактильно они не ощущаются. Ни ногтем, ни пальцем, ничем. Но это мы сейчас померяем их еще. По поводу постели. Ну, в постели тоже присутствуют следы эксплуатационного трения. Я могу это так назвать. Вот и сейчас мы зажмем постель без распредвалов назад на головку и померяем нутромером, что у нас происходит. Вот, потому что существует мнение о том, что из-за бокового расположения цепи говорят, что происходит перекос распредвалов и износ именно постели неравномерный. Поэтому сейчас это посмотрим. Существует тоже такая теория о том, что форсунки, которые смазывают пару кулак, распредвала и рокер, забиваются какой-то грязью. Так как форсунки здесь не особо удобно снимать, мы попробуем посмотреть на то, что дуются они, не дуются, вылетает из них что-нибудь, не вылетает. Мы возьмем чистую бумажку, и у каждой, грубо говоря, форсунки рядом есть канал подающий. Мы дунем в подающий канал и посмотрим, что у нас вылетит оттуда что-нибудь или не вылетит. Ничего там не обнаружено. Как и нет? Как и нету, да. Вот, посмотрим с этой стороны. Что с этой форсункой происходит? Это дальний от подающего канала. Да, это самый дальний от подающего канала. Ну и также, в принципе, ничего не обнаружено. Просто чистое масло. Да, чистое масло из них вылетает. То есть я не думаю, что есть смысл продувать все. Ну, когда, соответственно, перед сборкой лучше продуть все. Вот. Сейчас еще вот в эти дунем, которые со стороны подачи, грубо говоря. Тоже тут ничего особо не обнаружено. Конечно же, лучше перед сборкой обязательно всегда их продувать, если уж залезли, на всякий случай. И самое главное, перед сборкой, так как мы видим, что здесь скапливается при разборе некоторое количество масла из всех резьбовых соединений.
перед затяжкой по моменту. Желательно, конечно, все эти излишки масла отсюда выдуть. У ребят во время съемки замеров получилось снять все одним длинным кадром. Я специально на монтаже оставил видео практически так, как оно есть, чтобы было больше достоверности в наших действиях. Чтобы потом не было разговоров, что мы делали отдельно замеры, нарезали клипы и придумали цифры. Ну что, у нас есть 2 распредвала с постелями. Это у нас впуск, это у нас выпуск. При детальном рассмотрении визуальные потертости есть, тактильных ощущений гладенько все. Единственное, ну, выглядят, конечно, они не очень красиво. Износ, ну, крайне минимальный, хотя измерительными инструментами их, наверное, не увидишь. Сейчас попробуем. Попробуем померить один из валов. Так, ну давайте начнем вот отсюда. Это, как многие говорят, самая нагруженная, хотя я самой нагруженной ее не считаю, потому что здесь очень 2 мощные шейки. Находящиеся очень близко друг к другу. Да, поэтому конструкторы тут как-то, наверное, предусмотрели этот момент. Так, ну давайте, 22 минус и сотка. Стоит жестко. Еще раз проверяем. Да, 22 в минусе сотка. Наверное, не знаю, настроится, не настроится. Ну что, давайте попробуем настроить нутромер. Нутромер. Наш любимый нутромер. Настроим его в нолике. Одно деление 2 микрона. Посмотрим. Испытуемый образец Husqvarna. Какой там, Павел, мотор? Это 890, в принципе, мотор. Так. Ну что, наверное, с социальной цепи сначала замерили? Ну, до этой шейки, к сожалению, мы не доберемся, потому что нам не даст вертикально измерить. Горизонтально мы сможем, наверное, померить, вертикально нет. С этой шейки нам позволит, но всех интересует же цепь. Давайте с цепи начнем. У нас есть впуск, есть выпуск. Ну, начнем С выпуска. Так как мы с выпуска, да? вал тот изначально замеряли. Так, у нас там отверстий никаких нету, чтобы мы не попали. Ну что? Что мы здесь имеем? От номинального размера распредвала мы имеем 70 микрон. Это 7 соток по вертикали. И меряем горизонталь. Горизонталь. В горизонтали мы видим 50 микрон, это 5 соток. Это у нас выпуск. Давайте проверим впуск по вертикали. По вертикали 58, это 5,8 сотки, ну, скажем, 6. 6 это по вертикали, и теперь посмотрим по горизонтали. По горизонтали. Сейчас мы по горизонтали здесь входа, выхода. Входа, выхода. Что мы видим? Мы видим 7 соток по горизонтали. Кто-нибудь запомнил или записал? Потому что я только мерил, к сожалению, не запоминал. Но да, в среднем это где-то
От 1 до 2 соток эллипсность. Я бы не сказал, что это как-то много или мало. Я не знаю, какие завод закладывал здесь размеры. Это все, что касается цепи. Крайних шеек, которые считаются как, наверное, самые нагруженные. А теперь, может быть, пройдем на ту сторону назад и посмотрим, что мы хотя бы имеем с той стороны, докуда мы можем долезть. Ну, как бы на хвостовиках. Да, там шейка одна, она отвечает практически за 4, одна шейка за 2 клапана, и она, я бы сказал, тоже как бы нагружена должна быть. Так, давайте посмотрим по горизонтали. Что мы имеем? 6 соток. По вертикали. Смотрите, здесь мы в 3 сотки куда-то попадаем. Да, на этой шейке мы попадаем в 3 сотки. Тут 3 сотки эллипс. А с этой шейкой мы только можем, наверное, померить горизонталь. И здесь у нас 4 сотки. Вертикаль не померим, нам тут мешает корпус. Головы. Да, интересно. Давайте попробуем вот эту шейку, может быть, поглубже померить. Она же почему-то сказала нам 3. И глубже она тоже 3. А давайте глубже померяем горизонталь. А вот смотрите, что получается внутри горизонтали. У нас снаружи было 6. А внутри мы уже в 4 вложились. А с краешку тоже 3. Видать, скорее всего, мы где-то... А, вот. В канавку упал. Ну, там не канавка, там соединительный шов. И на соединительном шве мы куда-то сдвигаемся в размеры 7 соток практически. больше. Чуть уходим и получаем 3. Да. Да, присутствует эллипс. Но я бы не сказал, что он большой. Это не... Хотя я не знаю, как правильно там считается, насколько большие должны здесь размеры. Если бы они были бы где-нибудь, конечно, написаны в мануале, можно было бы сверить, сказать о том, что есть какие-то износные, изнашиваемые поверхности. Но все детали трения имеют износ, как ни крути. Вот в этом вся и сложность, то, что у нас нет номинальных эффектных значений, которые дает завод-изготовитель. И поэтому мы, в принципе, сейчас занимаемся измерением погоды на Луне, с одной стороны. Но сейчас мы вскроем еще другие мотоциклы. И я думаю, что Я думаю, что здесь надо проводить статистику, вскрывать следующие варианты и рассматривать, какие износы там. Да. Какие масла использовались в этом случае, в каких тяжелых условиях эксплуатировалась техника. Может быть, она ездила в кругосветку по пустыням нашим и степям нашей необъятной родины, где куча песка и всего остального. Это тоже очень сильно повлияет. про этот мотоцикл, мы еще вначале сказали, здесь вот именно предыстория этого мотоцикла, она известна. Здесь как бы достаточно пенсионерский режим эксплуатации по мотоциклам. Также здесь были и трассы, и бездорожье, но без какого-то сильного фанатизма. То есть мотоцикл не насиловался, то есть на полную. Вот, поэтому сейчас мы откроем еще 790 с таким же пробегом, который также эксплуатировался не особо злых условиях, то есть также на нем были и оффроудные покатушки, и трассовые пробеги.
И посмотрим, что там. Ну вот мы у следующего мотоцикла. С пробегом 18 тысяч километров. Этот мотоцикл всегда ездил на масле, рекомендованное заводом-изготовителем, прописанное в мануале. Так, ну что мы здесь видим? Ну, постели в неплохом состоянии. К верхней постели. Риски, задиры. Риски есть небольшие, но это как бы ничего криминального я не вижу здесь. Так, сейчас мы это отложим в сторону. Пойдем сейчас глубже. Ну вот. Надежда на то, что это мотоцикл 2020 года, что здесь рокеры уже нового образца. Но хотя вот сейчас я уже вижу, вот и да. Рокера здесь старого образца стоят. И мы сразу видим на втором цилиндре, на впускном клапане, износ на рокере. Что с валом? Ну и вал, соответственно, этот кулачок у нас имеет даже, вот он, ногтевой микрометр показал, что имеется износ. Все остальные кулачки и также шейки достаточно в приличном состоянии. Но вот этот прям, там, где был рокер, имеет, вот он прям, ноготь цепляется за износ. Так же, как это было на мотоцикле, который был с пробегом 60 тысяч, на котором мы тоже поменяли впускной распредвал. Соответственно, здесь будет меняться впускной распредвал и все 8 рокеров. То есть все 8? Да. На новый образец. Сейчас посмотрим, что у нас с выпуском. Вот. Видно, да, вот этот износ, что здесь посидело покрытие на самом рокере. Ну, упрочненный слой еще не стерся. Нет, он уже стерся. Вот уже почти вот то, что побелело, вот упрочненный слой, это вот такой темный. Вот. Все остальные пока нормально. Но так как они будут меняться. Так, что мы имеем на выпуске? Выпускной распредвал. Да, следы работы, конечно, есть, но это трущаяся пара, как говорил Александр, что трущаяся пара, она всегда имеет небольшой износ, поэтому, например, на кулаках, то, что вот это имеется как следы, ну, это нормально, и для этого как бы регулируется клапана, потому что эта пара изнашивается, и все, что в диапазоне регулировочных шайб, это считается как бы, ну, нормально, если нету именно ступенек, как вот на том вале. Что у нас здесь по рокерам? Ну, рокера у нас, да, старого образца, выпуск 19 года, 12 месяц 19 года. Прям на рокере выбито. На выпуске к рокерам нет претензий, но они все будут меняться, потому что они все старого образца. Доревизионные. Вот, и что главное, что у КТМ поменял номер рокера целиком, что означает, что это новая деталь, а не модификация предыдущей. Вот, и что как бы странно, ну, не, с одной стороны, что первыми страдают всегда впускные рокера, потому что на мотоцикле, который был 60 тысяч километров пробегом, у него там пострадал только рокер старого образца, который оставил дилер, потому что у него была отзывная компания, ну, не отзывная, он попал по гарантии к дилеру на пробеге 30 тысяч. И у него было выявлено износ дилером, износ рокеров на трех впускных клапанах. Соответственно, дилер поменял ему вал и 3 рокера, потому что это была не отзывная компания, это была именно гарантийная. Они поменяли только то, что подверглось износу. Ну, вот. И когда мы его вскрыли на пробеге 60, у него как раз все рокера, которые были нового образца, они были целые.
А тот роликер, который был последний, старого образца, он был поврежден, так же, как и кулак распредвала. А на выпуске, на пробеге 60 тысяч, распредвал был в нормальном состоянии. Там чуть-чуть началось поседение покрытия на рокерах старого образца. Вот, сейчас мы поставим постель распредвала уже для того, чтобы посмотреть, какие тут размеры по сравнению с тем мотоциклом, чтобы какая-то хотя бы статистика у нас появилась. Вот. Сейчас мы поставим постель, прикрутим ее моментом нужным и посмотрим. Ну что, друзья, разобрали мы второй мотоцикл, точнее не мы, а Павел. Шейки, как он и говорил, есть потертости, да, и мы перейдем сейчас к измерениям. Но чтобы наш микрометр показал, мы должны его, в принципе, сюда поднести, сделать замеры. Что мы получаем? Мы получаем те же самые без 5 соток номинал, да, берем наш ультрамер. Ну, давайте вот так быстренько сопоставим, что мы имеем. На нолик мы его сейчас выставим. Ну, пусть будет без микрончика. Ну что, начнем с самого интересного. В горизонтали что мы имеем? Мы имеем 5 соток. По вертикали мы имеем 4 сотки. Это у нас впуск. Давайте посмотрим выпуск. По горизонтали отойдем немножко от соединителей, чтобы нам показания были более четкие, да? 4,5 сотки, да? Ну, округлим чуть больше, пусть будет 5. Приближаемся больше к 4. И посмотрим по вертикали. По вертикали. Пять соток. Разброс меньше, чем на том. Разброс меньше, чем на том. У этого мотоцикла пробег Такой же. примерно, да, 18 тысяч. Посмотрим, что с другой стороны у нас. Здесь только вкус. Здесь, ну, по горизонтали мы попробуем померить выпуск. Ну, давайте начнем как спуска. Впуска. Так. Горизонталь 5 соток. Вертикаль. Смотрите, здесь мы тоже доходим до 3 соток. А если попробовать поглубже? 4. Да, 4. Смотрите, на том мотоцикле было то же самое. А здесь попробуем по горизонтали. Что мы здесь? Горизонталь же мы сможем? Сможем. Смотрите, 3 сотки. Ну, то есть этот мотор вот по части постели выглядит поинтереснее, чем тот, постабильнее. Постабильнее, я бы сказал. Но я не знаю, мне трудно делать выводы, я не техник в этом плане. Поэтому, ну, постели, что на этом мотоцикле, что на том, скажем, по ходу движения левая сторона, где нету цепи, имеет размеры другие. И вот это интересно, это завод так делает,
Может быть, они размеры увеличивают там, потому что та сторона больше нагруженность имеет, и подача масла там, может быть, делает этот клин более большим. Почему там две шейки они сделали? Это же, наверное, тоже как-то конструктор подумал. Ну, не мне делать выводы, я не эксперт в этом. Это, наверное, все-таки должен человек, который эти моторы знает досконально. Ну, или хотя бы с ними имеет много общения какого-то. Я лишь только могу вот приборами показать изменения. В общем, ничего страшного в этом двигателе мы не видим. Ну, да, тут эллипсности меньше. Наверное, можно сказать, что на это как-то масло повлияло. Может быть, еще разные люди ездят, да, один ездит там в разных режимах, может быть, нагрузки каких-то, связанные не только со скоростными, да, характеристиками, не он там ездит быстро 120, да, а выбор передач, нагруженность мотора. Можно ездить со скоростью 60 на первый, а можно ездить со скоростью 60 там, не знаю, на пятый. И по-разному будет нагружен мотор, и по-разному будет его эксплуатация. Но при этом этот мотор по расхождениям эллипсности, он лучше, чем тот. Так, вот он, третий мотоцикл, которому 30 тысяч пробега. Вот. И на нем мы знаем со слов именно владельца, что дилер менял на нем валы, как сказали ему. Потому что это не первый владелец данного мотоцикла, это уже второй владелец. Так, вот мы сейчас все открутили. Ну и посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, что мы видим? Постель ровно в таком же состоянии, что мотоцикл с пробегом 18 тысяч. Тоже ничего прям такого сверхъестественного я на данной постели не вижу. Есть, да, следы как бы трущихся элементов. Валы. Начнем мы со впуска. Вот, так, что у нас с рокерами? Рокера у нас старого образца, но они, видно, миненные дилером. Да, 10 месяц 2018 года. Производство рокеров. А сам мотоцикл? Мотоцикл 19-го. Ну, это все нормально, как бы. Вот немножко начинается на одном из рокеров, и на втором тоже, прям вот на углах, сиденье покрытия. Ну, вот. Ну, то, что это видно, скорее всего, я не могу сейчас это констатировать или утверждать, что дилер менял именно, ну, как бы на старого образца, какое количество, ну, тут информации такой нет. Мы можем говорить сейчас, что только по факту происходит. Ну, посмотрим те же самые кулаки, там, где находятся. Ну, к кулакам из подвалов претензий у меня нету. Откладывай. Ну, вот. Даже там, где начало сидеть покрытие, но там только-только, то есть, скорее всего, мы все это поймали достаточно вовремя. Поэтому здесь тоже, скорее всего, будет замена просто всех 8 рокеров. Выпуск. Что мы имеем по выпуску? Ну и то же самое по выпуску. Нет, выпускные рокера тоже все старого образца. На выпуске... Нет, на выпуске ничего у нас интересного нету. Что по валу самому? Ну, по валу вся та же самая картина, то есть ничего, только... Ничего интересного. Да, присутствуют следы трения работающих пар, трущихся элементов. Но что-то криминального по этому валу не могу сказать. Сейчас мы еще раз посмотрим на постель, уже на теле головки. Ну, тоже тут что-то, какая-то муссарина. О, вот тут, кстати, она чувствуется немножко. Масса.
Что нам скажет Александр по этому моменту? Такое ощущение, что что-то попало. Тут одна прям канавочка, но опять же, вот сейчас поговорить головку блока на данном мотоцикле, ну, я не знаю, у меня рука не поднимется. Честно вам скажу. А если вот так сравнить, то получается, что это край канавки. То есть вот эта часть, она совпадает Да, вот с этой началом. ручкой. Да. На данном мотоцикле единственная вот проблема это вот с аиской, которая находится на вот этой части постели, на выпускном СП-валу. Она, да, ощущается немножко ногтем. Такое впечатление, что здесь что-то попало. Ну, вот. Может быть, какая-то грязь, которая осталась после сборки мотоцикла, то есть при обкатке. Вот. Потом при замене масла могло что-то попасть. Самая большая проблема в том, что вот мы видим на данном мотоцикле, отличие от всех, это 19-й год, отличие даже от 20-го года и от Husqvarna. Вот здесь на мотоцикле 20-го года на Husqvarna стоит сетчатый фильтр грубой очистки. Это как раз канал подачи масла в постель распредвалов. Вот. И на тех мотоциклах такого прям вот именно чувствительного износа или попадания чего-то нет. А вот здесь это именно и есть. Ну и опять же, не забываем, что этот мотоцикл, те мотоциклы вскрывали мы первые, а этот мотоцикл уже вскрывался до нас. Здесь могло что-то попасть по сборке. Ну, сейчас сложно сказать. Потом мы не знаем, на каком масле ездил этот мотоцикл. Сейчас в данный момент он эксплуатируется вообще на масле Lukoil. А масло Lukoil, если мне не изменяет память, не имеет вязкости в своей линейке 1050. А у данного мотоцикла по мануалу написано вязкость не менее 1050. И с учетом даже того, что здесь нет вязкости, указанной заводом изготовителем, на предыдущем тесте, где мы меряли давление, он даже с тем, что не та вязкость, он наставлял нужное. Ну, то есть он в норматив этот мотор уложился. Ну, вот. Поэтому тут как бы приговаривать головку блока к замене вот из-за этой иски, ну, я не могу и с одной стороны. Вот. Я считаю, что здесь нужно заменить все рокеры на уже нового образца и поставить все и посмотреть это все дело в динамике. Соответственно, там через еще там 15-20 тысяч открыть его и посмотреть, что с ним будет происходить дальше. Будет это прогрессировать, не будет. Соответственно, также со всеми остальными мотоциклами. Именно что касаемо постелей, нужно смотреть все в динамике. То есть все, что мы сейчас видим, это может быть проектировочный эксплуатационный износ. Криминальных каких-то вещей мы не видим, кроме вот этой вот на этом моторе рисочки небольшой. Да? То, что на мотоцикле там 790, который 2020 года, мы видели проблему с рокером, также проблему с валом. То есть здесь, кроме рокеров, в принципе, это иски, больше ничего такого нет. Но иску я могу предположить, что она могла появиться действительно, да, из-за, что его собирали, уже лазили. То, что он не имеет фильтра в подающем канале на постели распредвала. И мы все знаем, что, в принципе, даже не то, что касаемо там 790-х моторов, там 890-х, даже там 1190, 1290, даже те же самые 990-е, они были грязные после сборки. Они генерировали первые там обкаточные моменты и куски герметика, и какую-то стружку. То есть это все было. И все очень сильно зависело от обкатки мотоциклов, регламентного обслуживания мотоциклов и, самое главное, частоты замены масла. И качества масла тоже желательно использовать, хотя бы, если вы не используете масло Motorex, там, который предлагает завод-изготовитель, вы должны использовать хотя бы ту вязкость, которую закладывал завод-изготовитель при проектировке этого мотора. Если вы, конечно же, что-то меняете, ну, тут уже может происходить все, что угодно. Ну что, друзья, у нас третий мотоцикл. Повторные измерения по индикации измерительного инструмента. Все то же самое. Индикация не то слово, но давайте приступим к измерениям, да, даже с интересного, самого интересного, да? Мотоцикл с пробегом 60 тысяч. 30. 30? 30 тысяч, 2 раза. 2 раза, чем те, да? Ну,
начнем с горизонталей. Что мы видим? 6 соток горизонталь. Что мы видим по вертикали? Мы видим 5. Это впуск. Давайте посмотрим выпуск. Горизонталь. Пять соток горизонталь. И вертикаль. 5 соток. Смотрите, эта шейка очень ровненькая. Даже если мы возьмем под 45 градусов, а еще повернем. Вот. Очень, очень интересный размер. Так, с другой стороны. Ой, чуть не упал. Горизонтальные измерения. И мы здесь видим 2 сотки. А давайте развернем на вертикаль. Что мы по вертикали видим? По вертикали видим 3,5, 4. Давайте попробуем поглубже по горизонтали, да? Вас же тоже удивило 2 сотки? Да, 2 сотки. Так, это впуск. Ну, давайте теперь горизонталь померяем на выпуске. Это единственное, что мы здесь можем померить. Так, в соединительный шов не попасть, самое главное. И здесь мы видим 3 сотки. Головка блока и постель SP2 это прецизионная пара. Они имеют номер. Их делают вместе как бы на заводе. Да? Соответственно, мы увидели, что именно допуск по всем 3 мотоциклам разный. Значит, на заводе есть какая-то вилка допуска, что считается нормальным для данного двигателя. Соответственно, из-за этого, и мы увидели, что в принципе, Александр, валы же все шейки в одном размере. Да. Вот, значит, у валов один размер, но я думаю, что тоже есть какой-то небольшой допуск. Вот, когда на конвейер попадают что головки, что распред валы, если они пошли как бы часть технического контроля, они считаются в допусках и допущены к сборке. Люди, которые собирают на заводе эти моторы, все это берется из одного ящика, грубо говоря. То есть взялась головка, взяли с распред валы, они туда сунулись. И вот мы видим, и вот, кстати, вот сейчас пока Александр мерил, я обратил еще одно внимание. Вот на той шейке, на впускном распредвале, который он в конце его удивило 2 сотки. Если мы обратим внимание на шейку распредвала, она потерта почти по всему периметру своему. По всей окружности. Да, по всей окружности. То есть там допуск намного меньше. 2 сотки. Ее, конечно же, поэтировочный момент произошел больше, чем на вот этих. Но, также, опять же, я, скорее всего, сделаю вывод, может быть, поспешный, но предположу, что все вот эти вещи произошли на, грубо говоря, первых запусках и обкатке мотоциклов. Вот, и то, что это 90%, я думаю, что если не там вы будете ездить без масла, если вы будете нормально эксплуатировать мотоцикл, нормально его обслуживать, что это дальше не спрогрессирует никуда. Конечно, очень хочется, что мы эти все 3 мотоцикла увидели там еще 1000 через 20 и посмотрели, что там происходит. Но я думаю, что ничего там не поменяется, если будут соблюдены регламенты обслуживания и качество обслуживания. Вот. И опять же, то есть все каналы мы продули. Везде никакого мусора нету. Форсунки, которые смазывают пару рокер кулак,
Они не забиты. Опять же, если бы они были забиты, также подтвердит Александр, мы бы видели ПЕГФ, то есть это изменение цвета металла. То есть мог бы там кулак посинеть, там, почернеть, еще что-нибудь. То есть масло бы на нем горело. Мы этого не видим. То есть, соответственно, там всегда смазано. То есть на оборотах там 5-6 тысяч, если там не будет масла, там все сгорит моментально. То же самое, что про постели. Про эллипс, что там цепь тянет куда-то, мы опять же убедились, что этого эллипса как такового, его нету. В 2 сотки отличия, это не отличие. То есть, и чтобы мы еще понимали конкретно, что вал это каленая железная деталь, постель и голова это алюминий. Если бы здесь были какие-то критические нагрузки или критические там перекосы, то есть даже слышал мнение, что кто-то говорил, что тут кривой распредвал. Алюминий мягкий металл. Его бы просто наволокло бы, мы не видим наволакивания металла, переноса металла, его бы намотало на распредвал. Если был бы кривой, как говорят, там, распредвал, что вы представляете, что бы произошло с этой постелью по оборотах 5-6 тысяч? Ее бы просто разнесло. Она разлетелась бы на куски. То есть, я считаю, что это именно пляшущий немножко размер допуска по постелям распредвала. Но, опять же, завод-изготовитель делает, что это допустимость. То есть, если бы это было недопустимо, все эти моторы не проехали бы ни 18 тысяч, ни 30 тысяч и не так далее. Они бы уже давно все оказались на кладбище. Ну, мы сейчас еще до конца всю информацию скомпонуем. Я думаю, что мы сделаем окончательный, уже финальный потом вывод, что у нас здесь происходит на фоне всего увиденного. Ну и на финалочку мы пригласили Алексея, официального представителя бренда КТМ в России с 2011 года. Предоставили все данные измерений, высказали свои соображения и поделились своими мыслями с ним. Сегодня у нас финальные выводы того, что мы увидели. Нам сегодня поможет в этом Алексей. Алексей является представителем марки КТМ уже с 2011 года. Вот. И мы зададим ему несколько вопросов. И начнем мы с того, что первый вопрос, который всех интересовал, это по системе смазки, по давлению масла мотоцикла. Вот, что она там неправильно сконструирована или что-то подобное. На увиденном из 4 мотоциклов, которые у нас были, мы можем сказать, что мы на всех на них провели замер давления масла. И все 4 мотоцикла показали норматив, в зависимости от пробега. Так, у нас был мотоцикл с пробегом 60 тысяч километров, который тоже показал этот норматив. Также мотоцикл с пробегом 30 тысяч километров и по 18 еще 2 мотоцикла. Вот, поэтому претензий по системе смазки к этому мотору, на мой взгляд, нету. И опять же, если бы были какие-то проблемы с смазкой в данном моторе, то мы бы при вскрытии увидели изменение цвета металла, то есть повышенное таяние, увидели, возможно, стружку какую-то внутри, но этого ничего не было. Вот. По поводу форсунок, избивания форсунок, которые смазывают пару, рокер и кулачок распредвала, мы тоже это не увидели, потому что на видео мы показывали, что мы продували эти форсунки, никакой грязи там нет, там выходит просто чистое масло. И на мотоциклах с 2020 года, и также на 790-х и 890-х моторах, в масляном канале подачи в постель распредвала стоит сетка грубой очистки, которая должна задерживать все эти частицы. Да, на мотоциклах первых выпусков 2019 года их нету. Выяснилось в этом всем нашем процессе то, что действительно была проблема на первых мотоциклах с рокерами. Неизвестно из чего, по какой причине они имели повышенный износ, но точно не из-за подачи масла. Это, скорее всего, была какая-то конструктивная дефект данной запчасти. Вот. И те мотоциклы, которые имели рокера старого образца, то есть рокер был причиной того, что натирало и появлялся видимый износ на кулачке распредвала. То есть рокер это причина, вал это уже следствие всего этого дела.
И это было очень хорошо видно на мотоцикле, который был у нас с пробегом 60 тысяч, который вот Алексей подтверждает, что он было гарантийное обращение в 30 тысяч километров, и ему меняли у дилера, да, менялся распредвал и тайрокеры. Почему менялось тайрокеры? Потому что это не было массовой отзывной кампании, дилер менял только те запчасти, которые вышли из строя. Да. И мы это отчетливо увидели, что те рокера, которые были поставлены нового образца, после пробег был на обращении на 30 тысячах километрах, а нам он попал уже на 60. То есть рокера побежали 60 тысяч, и, ну, старого образца, а нового уже 30. То есть, и мы увидели четко, что на рокерах новых, которые были на впускном распредвале, на них не было износа. А вот именно там пострадал последний рокер, который остался старого образца. Соответственно, там пострадал кулачок распредвала. Рокера, которые находились старого образца на выпуске, они начали уже сидеть, как бы, ну, их надо было менять. Вот. Потом, после этого мотоцикла, первым мы вскрывали мотоцикл Husqvarna Norden с мотором 890. Там уже все рокера были с нового образца, и, соответственно, там никаких проблем выявлено не было. Данный мотоцикл 2020 года, 790, вот была самая такая загадка интересная, то что изменение номера было в 2020 году. Но этому мотоциклу не повезло, ему достались рокера еще старого образца. Сейчас на пробеге 18 тысяч, здесь действительно есть проблема на одном рокере и на одном кулачке распредвала. Вот. Соответственно, здесь будет меняться распредвал и все рокера на новый образец. Также есть еще у нас мотоцикл с 30 тысячами пробега, который по утверждению клиента у предыдущего хозяина вроде как мотоцикл тоже по гарантии вскрывался и менялись тоже распредвал и рокера. Но именно с этим мотоциклом нам Алексей подтвердить это не может до конца. Может быть, это было в Байкленде уже в конце. Ну, скажем так, в дилерской базе, на дилерском портале информации о гарантийном обращении по этому ВИН-номеру нет. Условно говоря, когда гарантийное обращение выполняется в условиях дилерского центра, необходимым условием получения гарантии от производителя является оформление этой истории на портале. Так вот, по этому мотоциклу на портале ни одного гарантийного обращения не значится, хотя значится сервисы, выполнение несколько сервисов и выполнение нескольких отзывных кампаний. То есть какая там была история, мы сказать не можем, по крайней мере официального подтверждения о гарантийном обращении по этому мотоциклу я дать не могу. Его в истории мотоцикла нет. Но все равно как бы мы видим то, что здесь у него стояли рокера старого образца, но пробег 30 тысяч, и здесь рокера только начали немножко, покрытие начало немножко сидеть на этих рокерах, но валы все целые. То есть тут можно предположить, что возможно они менялись, но следы вскрытия клапанной крышки, они присутствуют. То есть количество герметика на клапанной крышке как бы и на голове не характерно для завода. То есть, скорее всего, делаем предположение, что это скрывалось. И со слов клиента, что ему сказали тоже, что предыдущего владельца это тоже скрывалось. Здесь как бы с распредвалами все нормально. Именно пара клапан и рокер, кулачок и рокер. Здесь просто поменяются рокера на новый образец. И мотоцикл поедет дальше. Что касаемо, как сказать, многие боятся того, что есть износ в постелях между, как бы, на шейках распредвала. Как опять же показали наши все замеры, по нашему мнению, это не износ, это изменение частоты поверхности. И так как было такое предположение, что так как мы не имеем референтных значений из официального мануала, там это не дается, поэтому мы на основе вот этих там 3 мотоциклов мы приблизительный размер всего этого поняли. Вот, и получилось что все валы на всех 3 мотоциклах имеют четкий размер в минусе 100, вот, а именно пара постель и голова, вот тут имеют небольшое расхождение. То есть со стороны цепи ГРМ на всех мотоциклах где-то приблизительно плюс
4-5 соток. А с другой стороны, там все намного лучше, более плотнее и приблизительно где-то около 2-3 соток. Со стороны цепи это самая нагруженная часть. Завод-производитель сделал более большие допуски для того, чтобы увеличить количество масла, так называемый масляный клин. Вот, а на другой стороне, соответственно, там менее хвостовик нагружен, там, конечно, более плотнее. И то же самое мы увидели на самой поверхности шейка распредвалов, что именно натертости со стороны цепи их меньше, чем с хвостовика, так назовем его. Соответственно, плотнее с другой стороны, с одной менее плотной. Поэтому возникают вот эти вот такие эффект, как бы кажется, напилов. Но все замеры показали, что изменения размеров именно в самом распредвале, по всем вот этим распредвалам, его нету. Постель тоже плавает, там вот эти сотки, они плюс-минус у всех мотоциклов одинаковые. И то есть, если бы здесь была какая-то большая проблема, то мы не забываем, что вал это каленая железная деталь, а постель, распредвал и голова это алюминий. И если тут была бы какая-то большая проблема, что мы бы увидели здесь сильный износ, который был сильно виден на глаз, там эллипс какой-то, еще что-то. Здесь мы этого не видим. Я считаю, что при увиденном это не является проблемой какой-то. И опять же, если была бы какая-то большая проблема, эти мотоциклы, эти моторы не пробежали бы ни 60 тысяч километров, ни 30, ни 18. Они бы давно уже все встали и рассыпались. Давай, подожди, давай подведем краткое резюме с самого начала и до конца. Да. Первый момент. Проблема с масляным голоданием распредвалов на этих моторах отсутствует. Это не более чем городские легенды. Никакого масляного голодания нет. Замеры давления масла, причем по технологии, указанной в мануале с масляного фильтра, так и с месторасположения датчика давления масла, который является самым дальним в маршруте прохождения масла через двигатель, показывают референсные значения, указанные заводом-изготовителем. Все без исключения мотоциклы решительно и уверенно показали указанное давление. Второй момент. По поводу износа постелей, распредвалов и распредвалов. На наш взгляд, данная проблема тоже надумана, то есть она отсутствует. Следы, следы трения в паре распредвал-постель – это не более чем совершенно нормальные технологические следы нормального режима работы механизма. Скажем так, умерших постели, а уж тем более валов, мы не видели и не встречали. Разница в допусках подшипников трения на распредвалах возле цепи и на противоположном конце вала, на наш взгляд, сделано намеренно для снятия повышенной нагрузки с тех опор, которые ближе к цепи, для увеличения именно количества масла, поступающего в зазор. И третий момент, самый, так скажем, чувствительный по поводу рокеров. Здесь вывод такой. Действительно, рокеры старого образца до 2020 года производились с какими-то технологическими просчетами, какими, к сожалению, мы там не инженеры, химики, и металловеды, и металлурги, поэтому с какими-то, возможно, это был там косяк нанесения покрытия, возможно, это были какие-то технологические сбои, но мы этого не узнаем. Неправильный расчет, неверный профиль вала, который предполагает не плавное возрастание нагрузки, а некие ударные нагрузки. Тут мы оставляем это за скобками. Резюме такое. Если у вас мотоцикл после 2020 года, после изменения артикула детали рокера, там, кстати, поменялся не только, скажем так, окончание номера, сплав и покрытие, но и профиль рокера. И это видно визуально, они абсолютно разные. Это две разные детали.
Тогда у вас все хорошо, и у вас вообще нет никаких проблем. Соблюдайте регламент обслуживания, пользуйтесь рекомендованными заводом маслами, не экспериментируйте с вязкостью и со спецификациями качества масла. Не экономьте и не думайте, что вы умнее. Не заливайте масло там меньшей или большей вязкости, потому что, на ваш взгляд, это лучше. Ответ – нет. Невозможно обмануть завод в условиях гаража. Придерживайтесь, пожалуйста, рекомендаций завода-производителя, и все будет хорошо. На мотоциклах выпуска до 2020 года существует проблема с рокерами распредвалов. Если вы придерживаетесь рекомендаций по маслу и меняете его достаточно часто, то износ у вас появится где-то 1040-50. Если вы, скажем, не очень заморачиваетесь с частотой обслуживания и выбором масла, то проблемы вылезут 1030. Если у вас такой мотоцикл с пробегом, скажем, там 20 и менее, разумным решением будет вскрытие клапанной крышки и замена всех рокеров на рокеры нового образца, пока они не начали портить распредвалы. К сожалению, завод-производитель эту проблему не признает, отзывных компаний не осуществляет, но осуществляет гарантийный ремонт. Гарантия на мотоцикл КТМ составляет 2 года без ограничения пробега, но в том случае, если совершенно четко и очевидно, что мотоцикл, скажем так, вышел за пределы срока гарантийного обслуживания, но вины клиента в возникшей неисправности нет, и вина целиком завода-изготовителя, достаточно часто завод-изготовитель принимает гарантийные обращения и подтверждает их по системе гарантии доброй воли. Соответственно, вывод и рекомендация. Да. Если у вас мотик после 2020 года, больше ездите и меньше заморачивайтесь. Если у вас мотоцикл до 2020 года и с небольшим пробегом, есть резон превентивно заменить рокеры на рокер нового образца, пока они не испортили распредвалы. Обращайтесь в грамотные сервисы к людям, либо к официальному представителю, либо к каким-то неофициальным, но профильным специалистам. Выполняйте эту работу и, опять же, ездите себе спокойно и не переживайте. Все знают марку КТМ, что она давно на рынке, и при всем нашем увиденном, наше мнение коллективное. Ну, да. Наше мнение мы высказали. Да. Дальше удачно вам ездить и решать самим, является это проблемой или нет. Многие могут не согласиться с выводами, которые мы сделали в видео, но это, собственно, и не требуется. Меня, как владельца 3 мотоциклов с мотором КТМ 890, самого беспокоила данная проблема. На мой взгляд, КТМ – это одна из тех компаний, которая двигает мотомир вперед. При этом она разрабатывает и предлагает технологичные решения, пришедшие из мира гонок. Пусть не всегда у них все проходит гладко, и есть решения весьма спорные, но задумайтесь, как можно двигать прогресс вперед, постоянно делая скучные мотоциклы. Выбор, как всегда, за вами. Ездить и получать эмоции, при этом чаще обслуживать и ремонтировать мотоцикл, или выбирать надежность и устаревшие технологии. Мы высказали всего лишь свое мнение по этому нашумевшему вопросу. Ваше мнение, как всегда, я жду в комментариях под роликом. Спасибо всем за просмотр, увидимся в следующих видео, всем пока.